Уже в третий раз мы направляемся на популярный остров Калан. Наш путь начинается с пирса Бали-Хай, где в самом конце причала ожидает паром. Стоимость проезда составляет 30 бат в одну сторону. Покупать билет в кассе не обязательно, можно расплатиться прямо перед посадкой. Время в пути составляет 40-50 минут. Есть два парома, один из которых причаливает к Набаан-пирсу, от него до пляжа нужно добираться на тук-туках, а другой доставит вас на причал Таваен, рядом с которым расположено сразу несколько пляжей. У каждого парома есть свое расписание. Мы же для удобства всегда выбирали второй вариант. В планах было отснять пару кадров на пляже Хат-Сангван, который по факту знатно затопило. Пляж обычно вот дальше деревьев, вот где-то эти камни всегда на берегу. Приехали на Калан поснимать русалку, а здесь вот такое. Он тоже в шоке от волн. Да, он уже застрял на этом камне, сидел, и было сухо. Вараны плавают. Так все затопило пляжи на сегодняшний день. Пришли пешочком до пляжа Тулан. Как и остальные пляжи, Тулан сегодня тоже подтопило. Ну и куда без скал, которые мы ринулись покорять. На самом деле нам было любопытно узнать, куда тайцы пытаются добраться.
До конца мы, конечно, не дошли, но вот такой красивый вид открылся нам через пару минут. А позже мы узнали, что дальше находится город с небольшим пляжем, который периодически затапливает. Да, остров красивый и вода прозрачная, но хочется отметить наличие мусора, который в больших количествах прибивает к берегу. Самым опасным являются стеклянные бутылки, разбивающиеся о камни и оставляющие за собой много острого стекла. Thank you. А теперь мы приближаемся к Таваен-Бич. Собачки вырывают себе здесь ямы и ложатся в них. Прям кроватка. Зашли пообедать после съемки и купаний просто сумасшедших волн. Принесли рис с яйцом и морепродуктами за 80 бат. Напиток из ананаса стоит 60. Креветки с рисовой лапшой стоимостью 250 бат. После обеда, взяв байк-такси за 40 бат, мы направились в сторону Набаан-пирса, где нас ждал забронированный номер. Забронировать номер в отеле на Калане возможно через Booking. Нужно только найти вариант без предоплаты. Сейчас покажу вам комнату, которую мы сняли на Калане в гостинице Тонджа. Самое главное — это туалет с душем. Тут так уютненько. Раковина есть прямо в комнате. Нам дали бесплатную лапшичку. И, кстати говоря, получается, сюда входит бесплатный завтрак. Телевизор с Wi-Fi, холодильничек.
Даже есть собственный балкон. У нас тут уже сушится хвост после фотосессии. Здесь красиво. Позже мы решили осмотреть пляж Манки-Бич и отправились туда на Санктео, или тук-туках, как все привыкли называть этот вид транспорта. С комфортом едем на Манки-Бич. Только вдвоем. Сегодня здесь людей как никогда много. Пляж показался нам самым чистым в плане мусора и относительно прозрачности воды. Не обошлось и без сюрпризов в виде морских ежей, вовремя замеченных ежей и стаи красивых рыб. Манки-Бич не просто так носит свое название. Здесь действительно живут дикие обезьяны, которых можно встретить возле скал. Что, боишься? Ближе к вечеру мы вернулись в номер. Звуки боров.
Ужинали мы неоднократно в ресторанчике с забавным названием Пукаи. Уютное место с красивым интерьером и вежливым персоналом. На следующее утро, вдохновившись рассветом, мы спустились на завтрак. Осталось не так много пляжей, на которых мы еще не были, и хорошенько погуглив, мы выбрали Тиен-Бич за множество интересных локаций. Чтобы до него добраться, нужно пройтись по бетонной дорожке, у которой местами отсутствовали перила. Божечки, кто бы знал, как я боюсь высоты. Но вид волн, разбивающих о скалы, и косяк рыб отвлекали от любых тревог. Сам по себе пляж очень длинный, и без аренды шезлонга здесь есть где расположиться под тенью деревьев. Там мы пробыли до самого заката. Увидели гусей, гуляющих по берегу, и чуть не опоздали на последний тук-тук, который, к слову, дороже на 10 бат. В этот раз мы решили остановиться в Ван-Диди Resort, который располагается чуть дальше от пирса, чем Тонджа, но все так же в пешей доступности.
Ночной Калан на связи. Идем, не знаю куда и зачем. Куда идем мы с пятачком? Большой секрет. Идем сюда. Здесь такая красотень. Здесь прям красивые, да? Гостиницы, отели. В таком красивом стиле. Это тест камеры. Темное время суток. Не знаю, какое качество получится. И слышно ли меня. Идешь, есть такие разные красивые места. Ух ты! Что-то жарится. А, маленькие такие. Сейчас приблизим. Ночная рыбалка. Было интересно наблюдать за вечерней жизнью тайцев, проживающих на Калане. Ночная рыбалка на понтоне, распахнутые двери домов, из которых доносились звуки телевизора, запахи еды, насыщенной специями, и дети, сменившие школьную форму на футболки и шорты, покупающие один бабл-ти на всех и обсуждающие веселую тему. Наш номер. На утро нас ждал легкий завтрак в отеле и сборы. Позже, в ожидании нашего парома, мы сидели в Пукаи, который находится в 3 минутах от Набаан-пирса, и релаксировали под спокойную музыку, легкий бриз и вкусную еду. Заплатив 30 бат возле парома, мы расположились на 1-м этаже и направились обратно в Паттайю, в место, которое успело стать нашим домом.